Всем привет, с вами Светлана. Если вы думаете о переезде в Болгарию, то перед принятием важного, судьбоносного решения нужно взвесить все «за» и «против». Это видео поможет вам принять правильное решение. Аргументы «за». Климат в Болгарии отлично подходит европейскому человеку и максимально комфортен для него. Мягкие нежные зимы и теплое, но не сильно знойное лето. Страна находится в континентальной и средиземноморской климатических зонах, поэтому Болгария предлагает возможность дополнительного тюнинга под ваши личные предпочтения. Если хотите зимы теплее, иногда даже без снега, то вам подойдут приморские города, такие как Варна или Бургас. А если вам не очень нравится влажный климат, тогда к вашему выбору представлены равнинная и горная часть Болгарии. Кстати, горы занимают более 40% территории Болгарии. Красивая природа. В Болгарии хорошо сохранилась дикая природа и окружающая среда. Биоразнообразие Болгарии одно из самых богатых в Европе, которое сохраняется в 3 национальных парках. 93 из 233 видов млекопитающих Европы обитают в Болгарии. В море и озерах ловится рыба. Из-за того, что в Болгарии мало загрязняющих производств, хорошая и экология. Болгария занимает 30 место в индексе экологической результативности 2018 года. На интерактивной карте мира мы видим качество воздуха прямо сейчас. Чем выше цифра, тем больше загрязнения. Цифры загрязнения в районе Индии впечатляют. Как мы видим, в Болгарии воздух один из чистых. В Софии, правда, качество воздуха не идеально, но там свои особенности. А такое качество воздуха в Варне. По загрязнению другими веществами ситуация в Болгарии также радует. Дороги и транспорт. Болгария удобно расположена на юге Европы и граничит с Грецией, Турцией, Северной Македонией, Сербией и Румынией. В доступности аэропорты Софии, Варны, Бургаса, Бухареста, Стамбула. Болгария имеет хорошо развитую сеть автомобильных дорог хорошего качества. Болгария предлагает железнодорожный и автотранспорт в хорошем состоянии и по приемлемым ценам. Также в Болгарии сравнительно низкие цены на такси. Социум. Близкий по написанию и пониманию язык славянской группы. Болгарский – это единственный в Евросоюзе язык на кириллице. Много слов имеют одинаковое значение. В Болгарии легко коммуницировать даже человеку, не знающему болгарский язык, потому что в Болгарии русский язык был обязательным языком для изучения в школьной программе в советские времена. Поэтому люди постарше наверняка знают или понимают русский язык. Да и в настоящее время на телевидении на центральных телеканалах часто транслируются русскоязычные фильмы с болгарскими субтитрами. По радио иногда крутят российскую эстраду. В плане языка, опять же, Болгария представляет вам возможность выбора. Если вы не хотите полностью покинуть русскоязычную среду, к вашим услугам та же Варна. И наоборот. Если вы хотите больше за границей, тогда надо выбирать место проживания не на Черноморском побережье. Болгария – это страна с очень лояльным отношением к иностранцам, в том числе и русскоязычным. Часто бывает, когда собеседник сам переходит на русский язык, мы поначалу шутили, что так мы не выучим болгарский язык. Люди переезжают в Болгарию из таких стран, как Германия, Великобритания, Израиль, США. Люди в Болгарии внешне и своим менталитетом похожи на нас, что помогает особенно на этапе адаптации. Но в целом люди вежливее, толерантнее и доброжелательнее, и нет такой агрессивности. На улицах Болгарии вы не увидите пьяного или так называемых гопников. В Болгарии в общественных местах или на улицах навряд ли вы услышите мат. В Болгарии не принято приставать к незнакомому на улице, правда, это не относится к туристическим местам. Также в целом гуманнее относятся к животным. Это можно понять по кошкам и собакам на улицах, которые вальяжно себя ведут. Болгария безопасная страна, конечно, абсолютно безопасности нигде в мире нет, но все же это доказывают наши ощущения, прожив много лет в Болгарии, и беспристрастная статистика. По самым последним данным за 2020 год, Крим Index for Country, у Болгарии индекс безопасности выше, а преступность ниже, чем в Бельгии, Великобритании, Италии, Украины, России, Новой Зеландии, Австралии, Канады, Греции, США, Франции и многих других стран. Экономика. В Болгарии стабильная денежная единица. Курс лева жестко привязан к евро уже 20 лет.
В ближайшее время в Болгарии планируется переход на евро. Также, проживая в Болгарии и имея официальный статус, вы можете претендовать на получение кредита на жилье. Так, процентные ставки для людей со статусами ПМЖ и гражданства сейчас около 3% годовых. Для ВНЖ несколько выше. Культура. Болгария – это страна с древней и большой историей и большим количеством достопримечательностей. В Болгарии расположены 10 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Традиционная религия – это православие. В целом, качество образования в Болгарии выше, чем в странах бывшего СНГ. Много учебного материала для практической жизни. Например, даже в школах развивают основы предпринимательства. Также диплом, полученный в Болгарии, признается в большем количестве стран. Более понятна система страховой медицины. Для постоянно проживающих в Болгарии в страховку включены основные виды помощи, включая стоматолога. Болгария покрыта 4G сетью. В Болгарии почти нет коррупции на бытовом уровне. Если вас остановит дорожная полиция, навряд ли вас будут мариновать только из-за того, что вы иностранец. Если у вас все в порядке, вы быстро продолжите свой путь со всеми своими деньгами. Банально, но Болгария – это единственная страна в Европейском Союзе, в которую проще всего переехать нашему человеку. Особенно, если у вас нет предков необходимой национальности. Во многие другие страны Евросоюза процесс иммиграции сложнее, дороже или длиннее по времени, и часто бывает, что нет гарантии, что иммиграция вообще осуществится. Для переехавших в Болгарию также есть четкая перспектива, прожив определенное время, так называемая натурализация. Прожитое время зависит от вашего первоначального официального статуса. Получить гражданство Болгарии, и тогда у вас появится возможность жить и работать в любой стране Евросоюза. Вы наверняка слышали об аргументах за переезд в Болгарию. Сейчас я вам расскажу о том, о чем умалчивают или не говорят об аргументах против переезда в Болгарию. И начнем с самого главного аргумента. Аргументы против. Главный аргумент против – это экономический. Если вы входите в одну из категорий обеспеченный пенсионер с достаточной пенсией для проживания в Болгарии, фрилансер, который работает из своего дома и не привязан физически к офису работодателя, вы владелец собственного бизнеса, который можно управлять удаленно, вы владеете у себя недвижимостью, которую можно сдать в аренду, тогда переезд в Болгарию для вас крайне желателен. Болгария – это страна именно для вас. А следующие 5 минут видео вы можете не смотреть. Единственное, вы должны иметь некий запас прочности на случай возможного изменения курса валют не в вашу пользу. А если вы не входите в эти идеальные категории мигрантов, тогда что делать? Сейчас вы узнаете. Во-первых, переезжая в Болгарию по самым распространенным основаниям, а это обеспеченный пенсионер и представитель компании. У вас не будет права официально работать. А жить за что-то надо. Зато у вас добавятся новые и немалые административные расходы на ежегодное продление статуса ВНЖ. В Болгарии на практике право на работу дают только официальные статусы ПМЖ и гражданство. Сегодня я не буду вам рассказывать об официальных статусах в Болгарии и как их получить. Это большая тема для отдельного видео. Но даже если вам повезет и вы найдете работу, то, учитывая дополнительные появившиеся расходы и основные расходы на проживание, какие они, вы можете узнать из моего видео по ссылке в описании под этим видео, то чаще всего это будет просто сведение концов с концами. Ни о каком процветании речь не может быть. Если, конечно, вас не возьмут на работу директором крупной корпорации. На практике даже средняя, не минимальная зарплата не покроет ваши увеличившиеся расходы и придется экономить даже на еде. Вы готовы к таким испытаниям? Есть, правда, некоторые исключения для людей в статусе ВНЖ, но о них расскажу чуть позже. Продолжая экономические аргументы против, я отмечу, что в Болгарии необходимо платить за медицинскую страховку независимо от вашего статуса. Различия будут в размере оплаты. Есть один вариант для обладателей статуса ВНЖ, как и для всех остальных, получать доход в Болгарии. Это открыть свой бизнес. Зарегистрировав свою фирму, вот тут вы, возможно, скажете: это же прекрасно, сейчас откроем свой бизнес в новой стране и как развернемся, но хочу вас огорчить, не тут-то было. Таких историй, когда люди приезжали в Болгарию с деньгами, открывали
Кафе, рестораны, магазины, другой бизнес. Вроде делали все правильно, по науке, но не шло. Происходил слив денег и бесславное возвращение обратно на родину. Сливались суммы от $1000 до нескольких сотен тысяч. И это не исключение из правил, а наоборот, тенденция. Реальная действительность, абсолютное большинство бизнесов, открытых мигрантами, закрылись. Выжили только единичные случаи, там, где у собственников бизнеса были незаурядные способности, готовая рабочая для Болгарии бизнес-модель, отсутствие сильных конкурентов и еще плюс везение. Без него никак. Почему так получилось, что бизнес закрывались? Причины в каждом случае индивидуальны, но общие тоже есть. Первая причина – это малый рынок. Представьте, все население Болгарии меньше или соизмеримо с одной большой областью в вашей стране. Причем реально людей проживает еще меньше, чем числится по переписи, так как многие люди работают, живут и тратят деньги в других странах Евросоюза. Вторая причина – это низкая покупательная способность населения из-за сравнительно низких зарплат и пенсий. У людей просто нет лишних денег, все рассчитано наперед. Очень большой процент населения живет в долгах. Следующая причина – это высокая конкуренция. Незанятых ниш практически нет. Следующая причина – это сравнительно жесткое налоговое законодательство, которое постоянно ужесточается. Например, магазин могут закрыть и опечатать только из-за того, что в кассе обнаружат несколько лишних статинок. Недавно в Варне осудили на 3 года с конфискацией половины имущества 95-летнего дедушку за неуплату налогов. В Болгарии, если вы откроете фирму, следует иметь в виду, что порог для перевода на НДС в Болгарии мизерный. Всего 25 тысяч евро. На год и не календарный, а произвольный. Став плательщиком НДС, нужно с каждого лева оборота отдавать 20 статинок, а потом еще отдать 10% с прибыли. Также в Болгарии дороже банковские услуги для бизнеса. Каждый платеж через банк платный, независимо как внутри страны, так и внутри одного банка. Кстати, открыть фирму в Болгарии можно легко, быстро и недорого. А вот закрыть получится очень долго, тяжело и дорого. В Болгарии налоговая мониторит такие в платформе аналогичной OLX, Авито. Также мониторит курьерские компании. Если вы что-то продали и сумма превысит определенное значение, вам позвонят с налоговой и предложат заплатить налоги. Так что тему с открытием бизнеса в Болгарии настоятельно не рекомендую. На порядок легче, проще. Прибыльнее будет открыть свой бизнес у себя дома, где вы в совершенстве знаете родной язык, менталитет и вкусы клиента, подводные камни ведения бизнеса, законы, имея в распоряжении рынок, значительно больше и прочие преимущества. И не забывайте, это чужая страна. Если что-то пойдет не так, вы навряд ли сможете претендовать на какую-то социальную помощь. Подытожу. Экономическую часть против. Болгария – это прекрасная страна, где хорошо жить и тратить деньги, но ни в коем случае зарабатывать. Социум. При всей схожести языков и написания слов на практике оказывается, что в словах, которые пишутся одинаково, в лучшем случае ударение будет стоять не так, а может и вовсе иметь другой смысл. Например, такие слова, как «направо», «прямо», «стол», «стул». При всей кажущейся на первый взгляд простоте болгарского языка изучение на практике сложно, потому что есть существенное отличие. Очень много русскоязычных, живущих в Болгарии и прожив много лет, так и не выучили на основном уровне болгарский язык. И не обязательно из-за того, что не учили, просто не смогли. Нужно еще учитывать, что чем старше человек на момент иммиграции в другую страну, тем тяжелее дается ему новый язык. Это правило относится и ко всему процессу адаптации в новой стране. Как ни странно, но больше аргументов против, кроме экономика и социум, мы не нашли. Даже если человек рассказывает, что причина возврата на родину послужила что-то другое, но если копнуть глубже, все равно выясняется, что аргумент экономика или социум были первопричиной возврата назад. Я надеюсь, эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Было бы классно, если бы вы оставили свои комментарии. И желаю всем успехов!